Друзья, всем привет, с вами Оракс, и сегодня мы посмотрим, как преобразовать видео вот в такую вот анимацию. Делается это достаточно просто, и практически все действия выполняются в автомате. Качество анимации, которое вы получите на выходе, будет сильно зависеть от качества исходного видео, которое вы будете использовать. В этом ролике я использую видео, снятое на обычный дешевый смартфон с плохим освещением. И если уж на таком видео получается что-то более-менее нормальное, то на видео, снятое на хороший смартфон и с хорошим освещением, хотя бы даже на улице, качество результата получится намного выше. За основу для этого видео был взят вот этот вот рабочий процесс, он находится в нашем телеграм-канале в разделе Workflow. Здесь вы можете прочитать описание. Этот рабочий процесс хорошо подходит для видео с высоким исходным качеством. Здесь как раз таки качество исходного видео достаточно высокое. И для модели в таком видео намного проще различать черты лица и черты тела, поскольку модели будет легче понять, где какие черты и грани есть. И еще, если видео снято с более высоким качеством, то скорость генерации будет намного выше. Почему? Потому что не нужно будет использовать дополнительные модели, дополнительные апскейлеры, чтобы хоть как-то улучшить видео. В этом видео я покажу несколько расширений, которые нам помогут в создании такого видео и упростят процесс. Соответственно, дам ссылки на эти расширения, поэтому досматривайте видео до конца, чтобы ничего не пропустить. А теперь начинаем. Первое, что нам понадобится, это видео. Как правило, видео снимается с частотой кадров 30 кадров в секунду, но процесс генерации с такой частотой кадров затянется надолго. Но я советую снизить частоту кадров до 15. На крайний случай можно снизить ее до 24, если вам нужна плавность. Еще в видео мы можем обрезать сам кадр. Можем отрезать немножко сверху и отрезать снизу. Чем кадр будет меньше, соответственно, будет меньше его разрешения и процесс генерации будет быстрее. Ну а также из видео мы можем вырезать ненужные временные интервалы. Для подготовки видео, разбивки его на секвенции, очень здорово подойдет вот такой вот редактор Adobe Media Encoder. Если вы не хотите выполнять какие-то последующие действия, которые я сейчас буду показывать, вы можете просто воспользоваться вот этим вот редактором и с помощью него преобразовать видео в секвенцию и, соответственно, преобразовать его обратно. Я же покажу более быстрый и более удобный способ создания секвенции, но для того, чтобы настроить софт, естественно, придется потратить немножко времени. Преобразовывать видео в 15 кадров, обрезать его я буду в специальном редакторе. Нажимаю правой клавишей мыши по видео и выбираю «Открыть» с помощью Movavi Video Converter. Вы можете в интернете самостоятельно найти вот этот вот конвертер, Movavi Video Converter. Достаточно удобная программа, работает очень быстро и запускается тоже очень быстро. Этот редактор выглядит следующим образом. Вот наше видео. Справа есть кнопка «Редактировать». Нажимаем ее. Открывается редактор. Здесь мы можем подрезать наше видео сверху. Нажимаем «Кадрировать». Снимаем галочку «Пропорции», выставляем левую и правую границу и подрезаем немножко сверху и снизу. После того, как мы выполнили кадрирование, нажимаем «Применить». И теперь мы можем еще и подрезать само видео по длине. Выбираем «Обрезка», выбираем нужный участок, нажимаем «Ножнички», выбираем второй участок, нажимаем опять «Ножницы» и можем удалить правый участок, выбрать левый и удалить левый участок. Нажимаем «Сохранить» и «Закрыть». Весь процесс конвертации здесь выполняется на видеокарте. Соответственно, все преобразования, которые мы здесь делаем, они будут выполняться очень быстро. Теперь выбираем формат вывода MP4, нажимаем шестеренку, и здесь есть количество кадров, частота кадров. Выбираем 15 кадров, вы можете выбрать 24 кадра, нажимаем ОК и нажимаем «Старт». Теперь наше видео выглядит следующим образом. Оно подрезано сверху, подрезано снизу. Также частота его составляет 15 кадров в секунду. И ненужный временной интервал в нем вырезан. Следующим этапом нам нужно преобразовать наше видео в секвенцию. Секвенция – это последовательность изображений. Преобразовывать в секвенцию и обратно из секвенции видео мы будем прямо в автоматике. Опять же, если не хотите заморачиваться с установкой предыдущего софта и с расширением NextView, которое мы будем устанавливать сейчас в автоматик для преобразования в секвенцию, вы можете просто воспользоваться Adobe Media Encoder. Я просто предлагаю более быстрый вариант и более удобный впоследствии. Для преобразования подготовленного видео в секвенцию нам понадобится расширение NextView. Устанавливается оно через Extension. Переходим в Extension, выбираем Install from URL и вставляем в следующую ссылку. Эта ссылка будет приложена в Boosty, так что переходите в Boosty и ищите ее там. Нажимаем Install, дожидаемся окончания установки и теперь закрываем консоль автоматика и запускаем ее заново.
Поскольку расширение NextView работает с видео, а все расширения, которые работают с видео, они требуют FFmpeg. Сейчас мы посмотрим, как его установить. Переходите на Boosty и скачиваете там из приложенных к этому видео вот такой вот архивчик. Этот архив имеет расширение 7-zip. Для того, чтобы этот архив раскрыть, вам понадобится архиватор 7-zip. Этот архиватор можно скачать с официальной страницы. Переходите на 7zip.org. Здесь находите вашу операционную систему. У меня это 64-битный Windows. Нажимаете Download, скачать. Почему именно этот архиватор? Он бесплатный, компактный и не нужно искать никакие пиратские версии, которые могут содержать вирусы. То есть выбирайте 64-битную версию, если у вас 64-битная версия, нажимаете Download, скачать, установить. Теперь заходите на мой телеграм-канал на Boosty и скачиваете оттуда вот такой вот архивчик FFmpeg 7-zip. Нажимаете по нему правой клавишей мыши, выбираете «Распаковать» и распаковываете его. У вас появится вот такая вот папка FFmpeg. Теперь переходите на свой диск C и закидываете эту папку в корень диска C. Вот моя папка FFmpeg, и здесь находится 3 файла. Но это еще не все, и нам нужно прописать FFmpeg в переменное окружение. Теперь на клавиатуре нажимаете одновременно кнопку Windows и кнопку Break Pause. Открывается окно «Ваш компьютер». Здесь опускаетесь ниже и выбираете дополнительные параметры системы. Здесь есть такая кнопка «Переменная среда». Нажимаете ее. И в нижней части этого окна находите «Path», «Путь». Нажимаете по нему дважды. И вот здесь вот нужно нажать «Создать». И пишите путь к вашему FFmpeg. Диск C, двоеточие, обратный слэш, FFmpeg. Можете этот путь скопировать из этой папки, из адресной строки. Теперь нажимаете ОК, ОК, ОК и перезагружайте операционную систему. После того, как вы перезагрузили операционную систему, запускаете заново автоматик, и теперь NextView у вас готов к работе. Теперь преобразовывать секвенцию и обратно из секвенции видео можно очень просто, прямо не выходя из автоматика. Это очень удобно и очень быстро. Переходим на вкладку NextView, нажимаем «Загрузить видеофайл», выбираем место, где у вас этот файл есть. У меня этот файл B, который уже преобразован в 15 кадров в секунду. Я его выбираю и нажимаю кнопку Generate Image Sequence. После того, как преобразование произошло, это очень быстрый процесс, у вас высветится вот такой вот путь. Здесь вы можете скопировать, открыть любую папку, вставить этот путь и нажать Enter. В папке Automatic Extension NextView Image Sequence у нас находятся наши секвенции. Мы можем эту секвенцию перетащить на рабочий стол и можем раскрыть, посмотреть, что здесь есть. Здесь у нас есть вот такие вот кадры. Ну что ж, давайте теперь приступим непосредственно к стилизации этого видео. Забросим сюда изображение, которое мы хотим стилизовать. Сейчас я буду преобразовывать другое видео. Теперь нам нужно выбрать модель, на которой мы будем генерировать. Если мы хотим преобразовать видео в какое-то аниме или мультяшку, то, соответственно, и модель должна быть анимешная или мультяшная. Я выберу Cardos Anime версии 2. Y я тоже на всякий случай поставлю. Следующий параметр важный — это Resize To. Выставляем здесь размер по изображению, щелкнув по вот этой вот кнопке. И Denoising Strength, он здесь нам не нужен, то есть мы его выставляем на 0. То есть изображение мы менять в Image to Image непосредственно не будем. Мы будем его менять в автодетейлере. Поэтому здесь Denoising Strength 0. То есть никаких изменений. Теперь опять возвращаемся к качеству нашего изображения. Если исходное видео низкого качества, низкая освещенность, нет четких выделенных граней, то модели будет очень тяжело понять, что на ней есть. И детализацию нам здесь все-таки придется поднять, чтобы хоть как-то это изображение вывести. То есть танцор у нас здесь небольшого размера, лицо у него там вообще малюсенькое. Что-то апскейлить и вписывать здесь будет очень сложно. Сами видите, какое здесь разрешение. Да, с таким разрешением будет все быстро, но ничего не получится. Поэтому переходим в Resize By и выбираем Upscale в 1,5-кратный, то есть в 1,5 раза. Итоговое разрешение, которое у нас получится, вот такое вот. Остальные параметры здесь менять не надо. CFG Scale, соответственно, он эффекта никакого не оказывает, потому что Denoising Strength 0. Дальше переходим в автодетейлер. Если вы не знаете, как установить автодетейлер, что это такое, то зайдите на наш YouTube канал, Stable Diff он называется. Здесь у нас есть раздел «Видео». И у нас вы можете найти вот такое вот видео. Называется «Арты со звездами автодетейлер». Здесь указано и как его установить, и как им пользоваться.
Чтобы одно и то же сейчас здесь не говорить, просто перейдите, посмотрите. А так установка его предельно простая. Заходите в Extensions, Load From, находите автодетейлер, нажимаете установить, перезагружаете автоматик, все, у вас все должно быть готово. Скачиваются там дополнительные модели при первой же генерации и должно все работать. Значит, переходим в автодетейлер, здесь нажимаем включить его. И здесь у нас есть первая и вторая вкладка. На первой вкладке мы будем прорабатывать всего человека целиком. Соответственно, выбираем модель Person L8S SEC или NSEC. Вводим следующий промпт. Женщина в платье, ультрадетализация, HDR, светлые волосы, чтобы цвет их не менялся от кадра в кадр. И я еще добавил вот такую вот лору. Это Cool Kids, это в общем мультяшная лора. Ссылку на нее я приложу тоже в бусте. Негативный промпт. Стандартный, убирающий различные артефакты, дефекты. В общем-то, промпт я приложу тоже в бусте. И переходим в Inpainting. В Inpainting у нас основные параметры, которым мы должны, в принципе, поиграться и достичь нужного результата. Denoising Strength – это насколько сильны будут изменения. Я выставил 0.25. Но вы можете поиграться, соответственно, чем больше вы выставляете, тем больше мультяшное изображение становится, но и тем больше вероятность получения различных артефактов и мерцания изображений. Еще из параметров, влияющих на качество, это ширина и высота. Здесь я их трогать не стал. Соответственно, если вы что-то меняете с шириной и высотой, это, естественно, будет влиять на скорость генерации. Если вы захотите их поменять, не забывайте ставить галочку «Включить» вот эти вот изменения, иначе они просто учтены не будут. Здесь, конечно, логичнее, да, поставить по высоте что-то побольше, но я этого делать не буду. Ставлю все пока как есть. Если вы для этой вкладки хотите использовать другой сэмплинг метод, тоже нужно будет поставить вот эту вот галочку и выбрать какой-то другой сэмплинг метод. Очень неплохой сэмплинг метод, который по максимуму повторяет исходное изображение референсное, это 2M SDE Exponential. И поскольку у нас изображение низкого качества, чтобы все вот эти вот грани, которые плохо видны для модели, подчеркнуть, я буду использовать CTRL-Net Line Art, будет задавать, в общем-то, грани, и модель достаточно быстрая. Если мы будем сейчас здесь использовать какие-то Tile E, Open Pose, это все будет гораздо дольше. Эти модели работают дольше. И учитывая, что у нас изображений там тысячи, а может быть и несколько тысяч, каждая секунда генерации превращается в десятки минут. Но без Ctrl-Net здесь ничего не получится. Если изображение будет лучше, то есть при хорошем свете, как я показывал вот в начале, то Ctrl-Net использовать не нужно, потому что он, естественно, замедляет генерацию. Теперь мы переходим на вторую вкладку, и здесь мы будем изменять лицо. Соответственно, модель выбираем Face Yellow 8N или 8S. Промпт вводим для лица Beautiful Girl. Негативный промпт абсолютно такой же, как и в первом случае. Все эти промпты переписывать с экрана не нужно, я их приложу в Boosty. Открываем вкладку Inpainting, и здесь важный параметр, опять же, Denoising Strength. Для лица я здесь подобрал Denoising Strength 0.4. Вы его, естественно, можете колебать чуть ниже, чуть выше. Здесь обрабатывается исключительно только лицо. Ширина и высота изображения, которая будет просчитываться при генерации, я напомню, в этом случае на этой вкладке это исключительно лицо. Поэтому лицо вот так вот будет обведено рамкой, и вот в этом вот разрешении оно уже будет просчитываться. По умолчанию стоит 512 на 512. Если вы хотите поменять его, нажимаете галочку и меняете, задаете свое разрешение. Я же менять ничего не буду. Сэмплинг метод, опять же, можно выбрать свой. Я оставляю по умолчанию. По умолчанию сэмплинг метод это 2M Keras. Один из хороших сэмплинг методов для таких генераций это 2M SDE Exponential. Этот сэмплинг метод очень неплохо повторяет референс. То есть максимальное сходство с референсом получается. Я же оставлю все по умолчанию. По умолчанию DPM ++ 2M Keras. И опять же для лица я включаю Ctrl-Net Line Art, как и в первом случае. На данный момент мы сид фиксировать не будем. Оставляем его как он есть. По умолчанию случайный. Для того, чтобы нам понять, насколько изображение стабильно. Второй сэмплинг метод, Sampling Steps и CFG Scale. Они вообще ни на что не влияют. Вот как они стоят, так и оставляете. Можете их ставить любыми, то есть эффекта вообще никакого не будет. Потому что Denoising Strength у нас 0. Давайте попробуем сгенерировать, посмотрим, что у нас получается.
Вот такая у нас картинка получается, но это еще не все. Давайте попробуем с другим сидом это сгенерировать. Посмотрим, насколько это вообще все повторяемо. Сделали еще одну генерацию, и, в общем-то, изображение повторяется. Давайте попробуем закинуть сюда другую картинку, к примеру, вот такую вот. И как мы видим, даже на другом изображении со случайным сидом изображение достаточно похоже, и вот такой вот уже можно использовать. В данном случае теперь мы сид фиксируем, переходим в батч. В батче выбираем папку, то есть открываем папку с нашей секвенцией, отсюда прям копируем путь, вставляем этот путь в Input Directory, выходной путь в Output Directory, я выберу папку 2. Соответственно, эту папку нужно будет создать, сама она создаваться не будет, будет просто ошибка выведена. Создаем выходную папку и ссылаемся на эту папку. И все, что нам теперь остается, нажать кнопку Generate. Нажимаем Generate, и у нас начинается генерация. И теперь после того, как все вот эти изображения прогенерируются, мы обратно перейдем в Next View. И здесь уже в правой части мы добавим путь к выходной папке, где у нас уже прогенерированы изображения. Выставим частоту кадров. У нас было 15 кадров в секунду. И нажмем Generate Video. После этого наша секвенция уже сгенерируется обратно в видео. То есть в этом случае Next View это прям вот замечательный ресурс для генерации в секвенцию и генерации обратно в видео, не выходя вообще из автоматика. То есть достаточно его всего лишь один раз поставить, и дальше он достаточно уже будет много времени для вас экономить. Еще в Boosty я приложу вот такие вот скриншоты с настройками, чтобы видео постоянно не листать туда-обратно. Здесь достаточно удобно, можно просмотреть на скриншотах все настройки. В итоге у нас получился вот такой вот ролик. Если вам понравилось это видео, не забывайте, пожалуйста, ставить лайк. Заходите в нашу группу Telegram и ВК, а также на Boosty. Там мы прикладываем все необходимые файлы, все необходимые материалы. А на этом, как всегда, всем хорошей генерации, всем удачи, всем пока.